My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Италия, страна, которая выиграла Первую мировую войну, сейчас находится на грани социально-политического кризиса. Но давайте отмотаем на 20 лет назад, чтобы понять, почему же так произошло. Италия перед началом Первой мировой войны имела союз с Германией и Австро-Венгрией, тем самым образуя тройственный союз. Однако монархия Габсбургов удерживала территории, населенные преимущественно итальянцами, такие как Трентино и Истрия, из-за чего данный союз был крайне хрупкий. Поэтому, когда началась Первая мировая война, Италия не спешила сдерживать союзные обязательства с Германией. Уже через год войны страны Антанты предложили Италии горячо желанные территории Австрии и кверху Далмацию с Албанией. Конечно же, Италия просто не могла отказаться от такого щедрого предложения. О ходе самой войны говорить нечего, ибо фронт Италии и Австро-Венгрии проходил через Альпы, а там армиям перемещаться невероятно сложно, не говоря уже о сражениях. Италия попыталась победить на Адриатике, но не победила. Фронт в Альпах же сдвинулся только в 17 году. Не в пользу Италии. Италия, наконец, начала выигрывать только тогда, когда Австрия подписала перемирие и распалась. Однако, несмотря на малый вклад в победу, Антанта не стала обделять Италию и сдержала свои обещания, отдав Италии Тироль, Истрию, Далмацию, а также Албанию как протекторат. После войны, несмотря на новоприобретенные территории, экономика стала с каждым днем приближаться к краху. Не хватало Италии проблем с экономикой, как возвращающиеся с фронта солдаты стали распространять общественное недовольство и революционные настроения, что привело к формированию коммунистических ячеек. Как по накатанной стали захватываться заводы, затем начались перестрелки с полицией и появились националисты, которые решили не отставать от коммунистов и стали организовываться в крупные военизированные аграрные коммуны, попутно перестреливаясь с коммунистами и силами правопорядка. Правительство, осознавая угрозу гражданской войны, решило пойти на компромисс, и тогда была сформирована новая социал-демократическая народная партия, которая приняла множество реформ, таких как всеобщее избирательное право и права рабочих, а также смогла стабилизировать экономику. Но недолго музыка играла. Спустя 10 лет политика народной партии привела к стагнации экономики и вновь разгорающемуся политическому кризису. 1936 год встречает нас с разгорающимся расколом в партии, одна часть которой тянет нас в социализм, а другая в католический консерватизм. Непонятно, как коалиция, внутри которой любое движение может привести к полному расколу, вообще сформировалась. Однако выборы приближались, и поэтому партии необходимо было составить предвыборную программу. Из-за сильных расхождений внутри партии, составление программы превратилось в сражение, которое бы навсегда решило судьбу народной партии, что в принципе и произошло. Стурцо взял партию под контроль, из-за чего в нашу коалицию вошли социалисты. Как говорилось ранее, националисты и аграрии начали плотное сотрудничество, видя большую выгоду во взаимных отношениях. Так, Фисен, партия националистов, финансирует фермеров, тем самым защищая их от корпораций, а фермеры дают националистам свою поддержку и землю. Мы пока что не будем вмешиваться в их идиллию, дабы не перевесить хрупкий баланс итальянской политики. Вслед за нашим решением не мешать националистам, к ним присоединились христианские демократы. Это было ожидаемо, но кажется, это будет долгоиграющим происшествием. В апреле 1936 года в Рим из Ливии возвращается Итало Бальбо, ветеран боевых действий и до последнего времени фактически глава нашего ливийского протектората. Благодаря нему мы стабилизировали регион и наконец-то можем перейти к полноценному взаимодействию с четвертым берегом Италии. После того, как Народная партия рассыпалась, было бы глупо оставлять пустое место в коалиции. Поэтому, после объявления правительства о строении современного социализма, коммунисты решили войти в нашу коалицию. Кажется, мы укрепили свои позиции на политическом поле Италии. Итак, выборы начались. С нашей стороны все сделано. Теперь время гражданам определять победителя.
Неожиданно для всех победу на выборах одерживают националисты. Кажется, итальянское политическое пространство только что было взорвано. Демократы пишут, что Стурц со своими действиями подорвал десятилетний компромисс, что Италия обречена на муки и страдания. Коммунисты пишут, что националисты все подстроили и выборы нелегитимны, а вот сами националисты готовят списки. Вторым решением националистов после чистки левого поля политической арены Италии стала отправка добровольцев на помощь националистам в Испанию. Однако они не успели проявить себя как следует из-за Албании, в которой произошел государственный переворот коммунистов, сразу же объявивших независимость от Италии. Ответная реакция итальянского правительства не заставила себя ждать. После осуществления плана по возвращению Албании настало время решить расхождение в нашей партии между реакционными националистами и национал-синдикалистами. Пользуясь большой популярностью и креслом премьер-министра, Габриэле де Аннуцио решил этот вопрос в пользу национал-синдикалистов, которые должны были повести Италию в будущее. И создается определенное количество корпораций, в которые обязаны все Это видео делалось настолько долго, что я уже успел заболеть. Мы продолжаем. Давайте теперь рассмотрим немного сам национал-синдикализм. В экономическом плане это самый настоящий синдикализм. Общественная собственность на средства производства, национализация, рабочие объединяются в синдикаты и так далее. Но во-первых, синдикаты или же корпорации возводятся в ранг социальной ячейки. Во-вторых, государство остается централизованной структурой. Ну и в-третьих, национализм. Внутренняя политика государства строится на национальной солидарности, а внешняя на ирредентизме. Теперь, когда националистическое движение было зацементировано в национал-синдикализм, можно было бы начать разбираться с другими, не менее реакционными врагами Италии. Но мы не можем просто так выгнать их всех из политики и расстрелять самых активных. Сначала нам нужно заручиться поддержкой народа, для чего мы начнем шествие чернорубашечников по всей стране. До нас дошли новости о казни Омара Мухтара, который мучил всю Ливию, возглавляя шайку бандитов-партизан. Сразу же после этого в Ливию была отправлена депеша с целью начать план Грациани по итальянизации Ливии любыми способами. Первым шагом по плану Грациани должна стать депортация киренайканцев, дабы разделить их и сделать создание повстанческих движений затруднительным. Теперь, когда итальянский народ всецело нас поддерживает, ничто не спасет парламент. Мы организуем марш на Рим, навсегда выгоним из политики паразитов и клептократов, карьеристов и реакционеров, коммунистов и либералов, короля в конце концов. Ни один враг Италии не устоит перед нами. Вслед за маршем на Рим и распуском парламента Габриэле де Аннуцио провозглашает итальянскую социальную республику, где он становится команданте, получая абсолютную власть. Итак, дамы и господа, на этом заканчивается мой ролик по Италии в Фюреррейхе. Да, первоначально хочу извиниться, попросить у вас прощения, мои дорогие зрители, что вы ждали этого видео 4 месяца, ну, с июля до вот середины октября. Прошло очень много времени, и я не скажу то, что каждый день старался над этим видео, там просто школа. Как началась школа, а школа она забирает очень много ресурсов, очень много времени, очень много мотивации, в принципе, творческого ресурса. И
Я просто, не было вдохновения, там, еще что-нибудь. Грубо говоря, отмазки. Не слушайте меня, это я просто отмазываюсь. Ам, что хочется сказать? Опять-таки, по формату я сейчас углубляюсь в формат, заданный моим авангардным видео первым по Франции Наполеона. Ам, да. То есть это больше текучесть кадров, больше гэгов, больше мемов, больше приколов, и при этом упор на сюжет, упор на монтаж. То есть я пытаюсь совместить, на первый взгляд, несовместимые вещи. И как бы это тоже очень достаточно сложно. То есть ты должен продумывать каждый гэг, каждый прикол, делать разнообразней. Иногда у меня не получается, да. Я прошу вас прощения, наверное, вы, наверное, заметите, если вы, наверное, заметите эти моменты. Я не буду вам на них указывать. Я только скажу, что спасибо вам большое за то, что вы остаетесь преданными зрителями и подписчиками моего канала. Следующее видео, вторая часть прохождения за Италию, выйдет. Но будем надеяться, что через месяц. А на этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего. С вами был Ербоблик, Габриэле де Ануца и Италия. Пока.